Говорят, самые большие деньги в мире пахнут не только нефтью, но и кровью. 15 марта 1975 года в Париже в полной изоляции умирал человек, которого называли «золотым греком». Весом всего в 40 килограммов он не мог открыть даже веки. Их приходилось приклеивать пластырем к бровям, чтобы он мог видеть хоть что-нибудь. Его состояние оценивалось в миллиарды. Его яхта была символом недосягаемой роскоши, а его женой была сама Жаклин Кеннеди. Но в тот последний час рядом с ним не было никого. Джеки выбирала шторы в Нью-Йорке, его единственная дочь Кристина топила горе в таблетках, а его сын уже как 2 года лежал в сырой земле. Кем на самом деле был Аристотель Онасис? Гениальным бизнесменом или же пиратом, который заключил сделку с дьяволом? Сегодня мы узнаем, как сын торговца табаком купил вдову президента США и почему великая Мария Каллас проклинала его до конца своих дней. И какая страшная цена стоит за каждой цифрой в его банковском счете. Это история о том, как деньги разрушают все, к чему прикасаются такие, как он. На дворе 1922 год. Смирно в огне. Семья Аристотеля Онасиса теряет все, а молодой Ари оказывается в порту Буэнос-Айреса с $60 в кармане и фанатичной идеей, что больше он никогда не будет бедным. Его первый капитал был заработан на обмане и табаке. Он спал по 3 часа в сутки, работал посудомойщиком днем и торговал ночью. Но Онасис не хотел просто зарабатывать, он хотел владеть миром. В 25 лет он заработал свой первый миллион, а в 30 купил свои первые танкеры по цене металлолома во время Великой депрессии. Окружающие называли его пиратом, а он игнорировал законы, подкупал правительство и буквально плевал на приличие. Но его главной страстью были не корабли, его страстью была власть над теми, кто смотрел на него свысока. Он хотел доказать старой аристократии, что этот немытый грек может купить их жизни, их поместья и их женщин. В 1954 году Онасис спустил на воду Кристину О. Это была не просто яхта, это был плавучий дворец стоимостью в $4 миллиона. На борту бассейн с мозаикой, который превращался в танцпол, золотые краны в виде дельфинов и барные стулья, обтянутые кожей крайней плоти кита. Онасис обожал смотреть, как Уинстон Черчилль или же принцесса Грейс Келли сидят на этих стульях. Это был его способ поглумиться над мировой элитой. Они думают, что они боги, но они сидят на пенисе кита и пьют мое вино. Но за этим праздником жизни скрывалась темная сторона. Онасис превращал своих гостей в заложников своего богатства. Именно здесь, в каютах Кристины, начали завязываться узлы, которые позже затянутся на шеях его близких. И первой жертвой стала женщина, чей голос обожал весь мир. Мария Каллас была божеством, величайшая оперная дива, перед которой преклонялись короли. Когда она встретила Онасиса, она бросила мужа, карьеру и свою гордость. Она думала, что нашла любовь, но она ошиблась. Она нашла своего палача. Аристотель называл ее на людях женщиной с голосом в горле и дерьмом в голове. Он запрещал ей петь, заставлял делать аборты, потому что не хотел детей от этой певички. Он высасывал из нее жизнь, превращая икону в покорную тень. Но самое страшное предательство было впереди. Пока Мария ждала предложения руки и сердца, Онасис уже присмотрел себе новый трофей. Трофей с фамилией Кеннеди. Онасис ненавидел клан Кеннеди задолго до того, как положил глаз на Джеки. Его главным врагом был Роберт Бобби Кеннеди, министр юстиции и будущий кандидат в президенты. Бобби считал Аристотеля беспринципным пиратом и фактически заблокировал ему все крупные сделки в США. Онасиса даже арестовывали в Америке за мошенничество с танкерами, и за этим стоял именно младший Кеннеди.
Но Анасис не прощал обид. Его месть была холодной и расчетливой. Пока Бобби строил политическую карьеру, Ари начал окучивать его семью. Сначала он пригласил на свою яхту Ли Радзивилл, родную сестру Джеки. Говорят, они были любовниками, и Анасис даже обещал ей замужество. Но Ли была лишь пешкой. Главным призом была первая леди США. А теперь внимание! Существует мрачная теория, которую обожают конспирологи. В 1968 году, когда Роберт Кеннеди был застрелен в Лос-Анджелесе, единственным человеком, который извлек из этого мгновенную выгоду, был Аристотель Онасис. Смерть Бобби расчистила ему путь. Свадьба Джеки и Онасиса в октябре 1968-го шокировала мир. «Джеки, как ты могла?» – кричали заголовки. Американцы чувствовали себя преданными. Икона стиля вышла замуж за греческого тролля ради денег. Вот такие вот слухи ходили на тот момент, но это была не любовь, безусловно, и это мы обсуждали в моем предыдущем ролике вместе с вами, как раз-таки ее мотивацию Джеки, да. Понятно, что это была сделка. Джеки была в ужасе после убийства Бобби, она боялась за жизнь своих детей и искала защиты. А Онасис, ему не нужна была женщина, ему нужен был статус. Купив Джеки, он купил саму Америку. Он победил своего мертвого врага, взяв его женщину в качестве трофея. Джеки стоила ему дорого. Она начала тратить его деньги с пулеметной скоростью. $1,5 миллиона на гардероб за первый год. Онасис злился, называл ее расточительной куклой, но продолжал платить. Однако золото не принесло защиты. Говорят, что именно на Скорпиусе Онасис понял, он купил красивую оболочку, но внутри Джеки все еще принадлежало другому миру. И тогда он начал жалеть о Марии Каллас. Всего через 4 месяца после гибели последнего защитника чести клана Онасис заберет Джеки себе. Но если вы думаете, что Джеки Кеннеди, став Джеки О, обрела покой, вы ошибаетесь. Очень скоро Онасис понял, он купил статую. Прекрасную, дорогую, но холодную. Джеки ненавидела его греческие привычки, его шумных друзей и его манеры. А Аристотель, он начал задыхаться в этом буквально стерильном браке. И тогда он совершил то, чего Джеки, привыкшая к поклонению всей Америки, не могла себе даже представить в страшном сне. Он вернулся к Марии Каллас. Прямо во время официального брака с вдовой Кеннеди Онасис начал тайно, а потом почти открыто летать в Париж к Марии. Папарацци ловили их в ресторанах, в театрах, пока Джеки тратила его миллионы на 5-й авеню. Мария, которую он когда-то растоптал, приняла его назад. Это был его способ показать Джеки: ты стоишь мне дорого, но ты всего лишь вещь, а Каллас – это моя настоящая любовь. Джеки знала об этом, весь мир знал об этом, но она молчала. Почему? Потому что контракт был превыше гордости, а контракт там был очень серьезный. Насколько мы все знаем, кто не знает, может зайти в мой телеграм-канал, я оставлю ссылку, и там я очень круто расписала подробности их брачного договора, вообще все, что должна была получить и получала Джеки. Она терпела измены с женщиной, которую весь мир считал ее главной соперницей, пока чеки продолжали обналичиваться. В этом и была суть их союза. Он платил ей за статус мужа иконы, она платила ему своим достоинством. Так в чем же заключалось вот то самое проклятие Онасисов? В том, что Аристотель построил империю на костях и предательстве. И эта империя начала требовать жертв. Счет пошел на годы. Первым пал Александр, единственный наследник, в которого Ари вложил душу. Когда самолет упал, Онасис не верил в случайность. Он обещал миллионы долларов любому, кто докажет саботаж. Он не мог принять, что его деньги бессильны даже перед гравитацией. С этого момента старик перестал жить. Он начал медленно гнить изнутри. Второй жертвой стала Тина Ливанос, мать его детей, женщина, которую он предал
Первой. Ее нашли в ванной. Официально это передозировка. Неофициально разбитое сердце и пустота, которую не заполнили чеки Аристотеля. Но самый страшный удар – это Кристина. Единственная выжившая. Она ненавидела деньги отца, но была их рабыней. Кристина 4 выходила замуж, пытаясь купить хоть каплю искренности, но каждый раз натыкалась на охотников за наследством. Она довела себя до безумия диетами и таблетками. Когда ее нашли мертвой в Буэнос-Айресе, в ее крови нашли гремучую смесь препаратов. Она умерла в 37 лет. Ровно столько же было ее матери. Это и есть проклятие Онасиса. Ни один цент из его миллиардов не пошел на созидание. Каждая монета приносила только зависимость, депрессию и в конечном итоге гроб. Династия, которая должна была править миром, самоликвидировалась. Сегодня единственная наследница, внучка Афина, живет почти затворницей, тратя миллионы на то, чтобы мир навсегда забыл, чья в ней течет кровь. История Онасиса – это зеркало нашего мира, где власть важнее любви, а деньги становятся проклятием. Чью сторону в этой драме занимаете вы? Была ли Джеки жертвой или же расчетливой хищницей? Пишите в комментариях и не забудьте подписаться. Мы раскрываем здесь тайны, о которых другие предпочитают молчать. Я напоминаю, что у меня также есть мой телеграм-канал, в котором я разбираю суперэксклюзивные вещи, которые касаются моих выпусков. Увидимся!